Всем привет, с вами Banana Master. На прошлом уроке мы говорили про switch и уже знаем, что это такая штука, которая позволяет нам писать однотипные условия на строгое сравнение, то есть 3 равно. На примере у меня есть вот такой вот if, который я уже переписал в switch, где мы, получается, что делаем? Сравниваем переменную typeUser с админом, и если тут есть совпадение, то выводим в консоль вот это. Ну и также сравниваем его с client и boss. Если же у нас в переменной typeUser будет, например, boss, и тогда case именно этот даст true. То есть, что такое switch? Switch это конструкция, которая позволяет делать нам однотипные проверки, где у нас все будет сравниваться с тем, что написано в этих круглых скобках. И как только какой-то из кейсов дает true, отрабатывает его тело. Если разбирать это повторно более детально, то получается это работает так, что когда у нас запускается эта команда, вот это вот кейс admin, то все кейсы превращаются в вот то, что мы написали в круглых скобках, и к нему добавляется 3 равно. И получается вот такая конструкция у нас будет вместо каждого кейса здесь. Только здесь у нас client, а ниже boss. И как только какой-то кейс даст true, отрабатывает его тело. Его тело пишется между двоеточием и брейком. То есть его тело это вот тут. Отлично. Но это не все. Я сейчас в наш if добавлю else. Вариант, когда каждое из условий даст false. И это приведет к тому, что отработает то, что написано в else. То есть else работает тогда, когда все остальное не отработало. Тут, я думаю, оно выглядит понятным вам способом. Ну, сразу понятно, что здесь делает else. И сейчас я напишу аналог else для свитча. Ну, то есть, если все кейсы не отработают, то у нас будет работать такая штука, как default. Пишется она вот так, после чего я открываю тело дефолта, то есть 2 точки ставлю, и прописываю тоже тело. Далее я закрываю тело дефолта, добавляя в конец break. Визуально выглядит, опять же, очень по-другому. В сравнении с тем же if, ну, совершенно другая конструкция. Даже вот default и else. Но смысл такой же. Также хотелось добавить, что break, вот это, мы проходим очень поверхностно. Но на следующем уроке поговорим про это намного подробнее. И поймем вообще, в чем суть его и что это такое. Ладно. Чтобы закрепить все это, давайте сделаем небольшую задачку. У меня под нее уже есть все, что нужно, а именно вот эти вот инпуты с кнопками, и все также подключено. Что мы будем делать? Мы будем отслеживать то, что пишется внутри нашего инпута. Например, я написал doc, и тогда при клике мы увидим bark. Cat, мяу, корова, му. Зоопарк получается. Да. Получается, если мы хотим прописать эту логику, то это будет выглядеть так. Разумеется, первым делом я получу тот текст, который мы вписываем в input, нами очень знакомым способом, с помощью value. Далее пропишем switch, в котором и проверим эти варианты действия. Начнем с первого. И если он дает true, открываем его тело. И
и в теле прописываем следующее. Запиши в наш дивчик вот такой-то текст. Не забываем в самый конец поставить break, что означает команда закончена. Дублируем это 3 раза под 3 наших варианта. И после того, когда мы это продублировали, можем сразу же проверить, как это будет отрабатывать. Кликну сюда, напишу, давайте, doc. Отлично. Другое. Отлично. Но это еще не полная конструкция. Давайте также сделаем проверку на то, что если я пишу что-то непонятное, то мы будем выводить вот это. I know. Чтобы это сделать, мне в этой конструкции нужно добавить аналог else. Аналог else это что? Надеюсь, вы сказали правильно. Это default. Я пишу default. Открываю его тело и говорю следующее. Выведи мне вот эту фразу. Проверим, как оно сейчас работает. Что-то вписываю, нажимаю. Отлично. Теперь что-то понятное также работает. В принципе, дефолт несложная штука. То есть пишем всегда в самом конце, и это вариант, когда все остальное не отработало. Но на этом мы не закончим. Мы добавим чуть-чуть другое поведение. Познакомимся с новым событием. Событие называется onInput. Это такое специальное событие, давайте сейчас я его использую, используется, даже по названию уже понятно, по отношению только к инпутам. Возьму наш input, напишу событие onInput и скажу, что при этом действии вызывай ту же функцию fun1. К чему это приведет? Сейчас я нажимаю любую клавишу, и, видите, сразу же отработала функция. Чтобы это более ярко заметить, я поставлю здесь консоль. Напишу там, давайте, on. Выше консоли закомментирую, а то они нам мешают, чтобы пустая консолька была. И еще раз. Пишу буковку. Сразу видите, функция отработала. И в консоли также видим, что она отработала. Что такое событие onInput? Это такое событие, которое отрабатывает при нажатии на любую клавишу внутри инпута. А точнее на ту клавишу, которая заставляет что-то написать. Например, написал там HELLO, и видите, отработало столько раз, сколько я писал. Давайте еще раз. Hello. 5 символов написал, 5 раз отработало. То есть событие onInput отрабатывает при каждом написании, при нажатии каждой клавиши на клавиатуре. Только той клавиши, которая дает какой-то результат. Окей. Проверим, как это работает в данном этапе. Я попробую написать cat, пишу cat, и видите, сразу дал результат. Пишу другое. I know. Теперь нажимаю на W и... Работает. Значит, onInput это такая штука, которая работает при нажатии любой клавиши внутри инпута. Также не путайте его с onChange. Я ниже напишу onChange, закомментирую onInput, onChange и еще раз. Я что-то пишу, видите, функция не отрабатывает. Я кликаю в другое место, она отработала. То есть onChange работает только тогда, когда мы закончили писать и кликнули в другое место. А onInput прям в каждом моменте, в каждой секунде. То есть что-то нажимаю и сходу работает. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.